1907 год. Земля дрожала, и по рекам скользили корабли. Словно темная туча, войско князя Олега надвигалось на древний Царьград. Византийцы, охваченные ужасом перед лицом такой мощи, спешно перекрывали пролив бревнами и цепями, пытаясь остановить неумолимое движение. Так была написана одна из самых величественных и захватывающих страниц русской летописи. Каждый раз, соприкасаясь с историей, мы задаемся множеством вопросов. Как наши далекие предки, не имея письменности в современном понимании и современных инструментов навигации, могли отправляться в столь дальние путешествия? Как они создавали карты и подчиняли себе географию? В Национальном центре России открылась выставка «Уроки географии». Масштабный проект, рассказывающий о том, как формировалась карта нашей необъятной страны. Через великие события, сражения и открытия мы прослеживаем путь нашей Родины сквозь века. Мы отправляемся в путешествие сквозь эпохи и расстояния, чтобы сделать 8 шагов по карте России. Первый шаг, первая тема – тайны русской картографии. Наверное, я начну с того, что скажу, как люди воспринимали пространство до того, как они привыкли к картам. А мы с вами живем в таком мире, где карт очень много, и человек с детства привыкает воспринимать территорию, как что-то такое, что может быть изображено в двухмерном виде на карте. Даже если сейчас мы меньше пользуемся бумажными картами, а больше навигаторами, так навигатор – это тоже электронная карта. И если, предположим, мы хотим проложить какой-то маршрут по городу Москве, мы себе представляем, условно говоря, вид сверху, как мы пойдем, куда мы поедем, по каким улицам, переулкам. Но я еще застал в своем юности таких старых таксистов московских, которые прекрасно знали Москву, но вообще не представляя себе, что такое карта, на ней найти ничего не могли и совершенно не ориентировались по карте. Они себе представляли пространство иначе. Не как двухмерное такое пространство, а как сеть каких-то направлений. Как проехать куда, они прекрасно знали. Это были нити, маршруты, которые были связаны друг с другом в какую-то сеть, в цепочку. Но что между этими, как они друг с другом соотносятся, они очень плохо себе представляли. Примерно так двигались в пространстве и наши предки, восточные славяне, и не только восточные славяне, вообще люди до того, как появились какие-то карты. Все зависело от задач, конечно. Если нужно было составить план, то, конечно, тут работал глазомер. И важно было фиксировать такие примечательные элементы ландшафта. Какое-то большое дерево, камень, устье реки и другие. Это работало. Если нужно было составить большие карты, охватывающие большие территории, то, конечно, тут уже примерно знали, например, сплавляться по реке, сколько можно проплыть за сутки, сколько 30 километров. Если 5 суток плывет человек, то можно примерно прикинуть. Поэтому разные были способы, но, конечно, личный опыт здесь играл очень большое значение. Как они плыли по рекам, мы знаем, как они преодолевали Днепровские пороги, мы знаем. От берега они не отходили, тогда не было плаваний прям так через Черное море. То есть они двигались вдоль берега, и понять, как они продвигались, легко. Мало того, поскольку наши князья, они все же викинги, а викинги умели ориентироваться в море довольно необычным образом. Дело в том, что в сагах говорится о том, что плавали при помощи солнечного камня. Думали сначала, что какие-то сказки просто такое. А потом, примерно во время войны, нашли корабль разбитый, английский, где лежала пластинка полевого шпата. И тут стало понятно, что дело в том, что вообще солнечный свет, он не поляризованный. То есть, что значит не поляризованный? Он колеблется в разных плоскостях. Поляризованный свет колеблется только в одной
плоскости. Скажем, если мы возьмем вот так вот две пластинки и повернем, сделаем, чтобы видели свет, и одну из них повернем на 90 градусов, свет вообще пропадет. Да? То есть поляризация не пропустит таким путем. Рассеянный дневной свет, идущий через тучи, он поляризован. Поэтому через вот эту пластинку, если посмотреть на небо, даже когда небо затянуто тучами, мы поймем, где находится Солнце. То есть вот таким путем, ведь, согласитесь, плавать из Норвегии до Исландии – это довольно трудно. Если никак не ориентироваться, то, наверное, половина мореходов промахивалась бы на этого острова. А так плавание могли осуществляться. Ну, были ли на Руси такие сложные приборы, это мы не знаем. Давайте на мгновение отложим привычные ориентиры. Отключим голос навигатора, сотрем из памяти карты и спутниковые снимки. Оставим только мир, где нет вида сверху. Наши предки, восточные славяне, те, кто объединял племена в будущую Русь, воспринимали пространство иначе, чем мы. В основном восточные славяне перемещались по рекам, что и понятно, потому что тогда транспортной сети не было, по рекам можно было и летом, и зимой по льду перемещаться, поэтому для них важными ориентирами служили меандры, то есть речные излучины, и притоки рек. Вот считая меандры и притоки, люди ориентировались. Реки были главными дорогами, их изгибы – живыми указателями. Но как зафиксировать пути без привычной сетки координат? Наши предки умели измерять расстояние с удивительной точностью. Доказательство – камень, переживший века. Да и вообще довольно мало до нас дошло, к сожалению, информации о наших предках. Даже религия у нас реконструируется с большим трудом. Что уж тут говорить о таких более сложных вещах. Единственный, пожалуй, такой объект, о котором можно говорить, что он передавал географическую информацию, и он сохранился до наших дней, это так называемый Кмутараканский камень. Вот этот Кмутараканский камень сейчас в Эрмитаже хранится. И на этом камне высечена надпись, что в 1068 году, ну, там, естественно, дата от сотворения мира, я просто по нашему счету говорю, князь Глеб Святославович измерил расстояние от города Кмутаракани до города Корчев. Корчев – это по нашему современному Керчь. То есть, собственно говоря, он измерил по льду Керченский пролив. И нашел, что расстояние между этими городами 14 тысяч сажений, что соответствует 24 километра, очень точные измерения. А как он взял центры городов? Ну, от главного храма одного города до главного храма другого города. Надо сказать, что такое измерение было сделать довольно сложно. А почему? 24 километра за горизонт-то мы не видим, поэтому найти прямую линию, вот прямо так, это была задача, которую в данном случае люди Глеба Святославовича смогли решить. Ну, вы знаете, до почти 19 века западные географы – это были кабинетные ученые. Они сидели в кабинете за столом, приглашали путешественников, купцов, и все у них спрашивали, что они видели, что они слышали. По их рисовали карты. Ну, некоторые из наших тоже географов так делали, но, конечно, здесь, опять же, личный опыт был все-таки преобладал. Первые попытки запечатлеть мир на плоскости, чертежи, были утилитарными. Вершиной допетровской картографии стал легендарный большой чертеж Ивана Грозного. Но история не пощадила его. До нас дошла лишь книга большому чертежу, текстовое описание державы. Ну, именно вот чтобы был такого года чертеж, это мы не знаем. Вообще таких чертежей у нас, вот большого чертежа до нас не дошло, дошла только книга большого чертежу. По этой книге многие историки пытались реконструировать большой чертеж. Это не получается. А дошло до нашего времени два чертежа. Один чертеж русским и шведским городам от Новгорода до Варяжского моря, и другой чертеж городам по рекам Оке, Дону и Волге от Москвы до Астрахани. Вот глядя на эти чертежи, мы можем себе представить, как примерно выглядел этот большой чертеж и на основании чего, собственно, составлялся этот большой чертеж. Мы знаем точно, что был приказ Ивана Грозного по составлению чертежа, но это позже, это уже в XVI веке происходило. И этот чертеж был действительно составлен.
в основании информации, которая легла, это были песцовые книги. В песцовых книгах была описана вся база налогообложения, то есть все селения людей, их численность, промыслы и так далее. Дальше грамоты межевые, по которым определялись границы земельных владений, чертежи пограничных земель, ну и, наконец, дорожники. Дорожники – это такие тексты, где говорилось, как куда-то дойти, там, от одного города до другого, где там остановки, какие расстояния. К сожалению, до нас не дошло ни одного такого дорожника до Петровского времени, но мы точно знаем из сообщений западноевропейских путешественников, что на Руси такие дорожники были. Ну вот как-то, что можно в целом сказать про этот большой чертеж? Он не был картой в современном понимании этого слова, а именно он не имел масштаба, математической проекции, он не имел математической основы. Но, тем не менее, он был очень важным практическим документом, по которому можно было понять, как добраться от одного города до другого. То есть на нем были отмечены все важнейшие населенные пункты, важнейшие реки, важнейшие сухопутные морские пути, и имел военное значение. То есть по нему можно было понять, какими путями крымские войска могут наступать на Россию и где, как там нужно организовывать оборону. Большой чертеж Ивана Грозного – взгляд на страну с высоты государственной мудрости. Но были и другие карты – скромные, местные, рожденные не приказами, а житейской необходимостью, иногда ссорой соседей. И именно такие малые карты сохранили для нас живой облик древней земли. Ну, вы знаете, это план, тут, наверное, нужно с другой точки зрения. Это план, который был составлен для решения земельного спора. Два родственника что-то не поделили. Похоже, может быть, действительно, как я уже говорил, межевание, то есть границы между соседними земельными участками, оно иногда проводилось по природным объектам. Дерево могло быть таким объектом. Но дерево попало молния, оно сгорело. Через 20-30 лет приходит сын владельца, и он не знает, где проходила граница. Отец знал, но не знает. Может, так случилось. Может, неплохие характеры были. Может, из-за плохих характеров вот мы имеем такой замечательный чертеж. Потому что он решал вот эту конфликтную ситуацию между, похоже, родственниками, потому что фамилия одинаковая, имя, отчество не совпадает. Ну вот, и мы имеем замечательный план, по сути дела, на окрестности Углича. Он ориентирован на восток. Он позволяет нам фактически проследить эволюцию исторического пригородного ландшафта за эти 300 лет. Там почти все сохранилось. Монастыри, которые там указаны, они все те же есть. Сам, конечно, Кремль. Рыбная Слобода теперь превратилась в одну из улиц Углича с рыбным названием. Я сейчас точно не помню, какая, но во всяком случае тоже это есть. И даже дорога, как она шла. Ну, реки, конечно, само собой, и Волга, и вторая река, я не помню ее точное название. Ну и даже дорога, которая шла в Ростов, она также идет абсолютно сейчас. То есть в этом плане можно посмотреть устойчивость такого исторического ландшафта. И для краеведов, для историков, для географов, которые занимаются, это очень такой ценный. Также спасибо вот этим людям с плохим характером. Благодаря им мы имеем такой ценный источник знаний. У любой карты есть верх и низ. Сегодня мы знаем – север вверху. А раньше наши предки не ориентировались на полюс. Главным направлением был восход солнца. Такая традиция была. А почему так? Дело в том, что найти, где находится север, довольно трудно. Ну, не имея компаса, как ты скажешь, где находится Солнце в полночь? Это знать невозможно. Как бы 4 основные точки, на которые мы можем ориентироваться. Север, юг, запад, восток. Север нормальному человеку недоступен. Казалось бы, восток и запад проще всего определить, где Солнце встает и где Солнце заходит. Но в реальности в течение года Солнце встает и заходит в разных точках. Вот у нас в России даже не говорили, скажем, северо-запад, а говорили зимний запад, поскольку летом и зимой Солнце восходит в разных точках Земли. Стало быть, на восток и на запад тоже трудно ориентироваться. А вот на юг ориентироваться проще всего, потому что Солнце выше всего стоит в полдень именно на юге, ну и понять, где оно стоит выше всего, достаточно легко, возможно. Поэтому вот эта традиция ориентации на юг, она характерна не только для русской картографии, но, например, для китайской картографии, для арабской картографии. А почему перешли к ориентации на север? Это после того, как стали использовать магнитный компас,
а стрелка магнитного компаса обращена одним концом на север. Ну вот, соответственно, так и изменилась ориентация карты. Карта Семена Ремезова – практическое руководство для путешественников. Сколько дней плыть, где волоки, где нести груз. Но у карты есть и другая сторона. Она не только измеряет расстояние, но и рисует образы народов и земель, иногда сказочные. Ну, вы знаете, наверное, я не пример, я скажу, что любая карта, даже самая физико-географическая, казалось бы, такая сухая, она все равно несет образ пространства. В первую очередь за счет формы. Ну, все мы теперь знаем, что Италия напоминает сапог. Но откуда? Только благодаря географической карте. Но кроме формы, что важно? Ну, конечно, изображение. Потому что любое определение карты, если возьмете, она будет написано, что это уменьшенное изображение. Но изображение – это уже заложенный образ. И поэтому многие карты, и старые, и современные, ну, они выполняют свою функцию, поскольку карта и картина одного корня. На полях карты часто рисуются народы, живущие здесь, причем не только на полях, иногда даже внутри. Их занятия, природа. И в этом это еще визуальный образ дополняется. Конечно, здесь роль играет и текст, который по карте. Раньше часто на картах прям писали внутри каждого удела страны текст, который относится к этой стране. Ну, вот сейчас я приведу какой-нибудь текст, который был написан об одном из северных островов. «Земля, живут змеи лицом девичьи, а зову мы Василистки». Кстати, вот, пожалуйста, житель терра инкогнито одного из островов русского севера. Это написано на карте русской XVIII века. Ну и, конечно, топонимия. Причем понятно, что у каждого народа своя картина мира, и поэтому топонимия тут тоже очень имеет важное значение. Например, Приднестровье. Потому что мы смотрим на этот регион со стороны Центральной России, со стороны Москвы. Поэтому Приднестровье. Европейцы называют регион Транснистрия, что означает задний стройный, потому что не смотрят с другой стороны, через Днепр. Как минимум 4 механизма формирования образа любой карты. Но смотрите, карта – это не только изображение, это еще и текст. Да? Особого рода текст. Ну, мы все знаем, условные знаки на карте еще в школе учили. Да? Тут надо посмотреть на этот текст с другой позиции. У любого текста есть автор. Поэтому не случайно карта называется Герефордова «Карта мира», да, или карта Ремезова. А автор живет в безвоздушном пространстве, да, в определенной среде, в культурной, в определенном обществе. Взгляды этого общества он отражает. Ну, как любой художник на самом деле. Поэтому так называемые ошибки на этих картах, они очень много могут дать для понимания культуры на данный исторический срез этого общества, этого народа. Поэтому получается, что это важный источник информации, знаний о той или иной культуре. Эти карты для нашего времени не будут казаться точными. Как я говорил, эти карты говорили об определенных направлениях. И если мы будем использовать эту карту, например, для того, чтобы на байдарке спускаться по какой-то сибирской реке, то эта карта будет очень точна и хороша. Она, может быть, даже будет не хуже наших современных карт, тем более, что, например, на картах Семена Ульяновича Ремезова, известного картографа, который много сделал для составления карты Сибири, хотя не было масштаба и расстояния не указывались, но он подписывал расстояние от одного населенного пункта до другого во времени. Сколько, скажем, дней нужно плыть по течению, против течения, налегке, с грузом. То есть практически пользоваться вот этими картами можно. Но если бы, например, мы пытались воспользоваться такой картой, чтобы перейти из одного речного бассейна в другой, то мы бы встали в тупик, потому что этой информации там нет. Для таких путешествий эти карты были бы не предназначены. То есть определять расстояние и направление по этим картам нельзя. Карта всегда чей-то взгляд – князя, монаха, землемера или таксиста. Чем дальше вглубь веков, тем больше тайн в этих взглядах. Мы сделали первый шаг – тайны русской картографии. Впереди новые горизонты.